Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Ну что ж, давайте посмотрим, что произошло на крипторынке за последние несколько дней после предыдущего записанного ролика на канале. Как вы уже поняли, мы пробили важный уровень, который отменяет мою разволновку, и вчера я немножко времени потратил для того, чтобы оценить новые данные, посмотреть новые вводные, и сегодня покажу, какая структура, на мой взгляд, теперь более актуальна на биткоине. Но перед этим давайте посмотрим несколько индикаторов. Во-первых, это P-Cycle Top Indicator. Кто подписан на канал Telegram, тот уже видел, что мы были близки для того, чтобы организовать пробой со второго раза вот этой индикаторной линии. И сегодня также я обновил информацию и показал то, что пробой состоялся. Теперь главное зафиксироваться выше этой индикаторной линии и не уйти ниже, как это произошло в ноябре 2022 года. А вообще, на дне рынка в прошлый раз, после пробоя этой индикаторной линии, цена более, так сказать, бодро пошла наверх. Это не гарантия того, что мы меняем тренд, но это еще одна такая копеечка в копилку возможного разворота. По мне, так разворот уже состоялся, но, как всегда, есть варианты, при которых биткоин может еще ниже сходить. По мне, так они сейчас менее актуальны. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Еще одна метрика, которую я также показывал в телеграм-канале до этого, это предложение биткоина в профите. После того, как цена совсем немного поднялась, пробили первый маломальски важный уровень, процент биткоина в профите взлетел намного бодрее. Сейчас биткоина в профите у нас более 60%. О чем это может говорить? О том, что внизу было набрано большое количество битков, и при даже малейшем движении наверх сразу же растет у пользователей профит. Решил вернуть я частично старую рубрику. Если натыкаюсь на какие-то паттерны в интернете, то также показываю их вам. Не всегда они отрабатывают, но вот, например, интересная здесь взаимосвязь. Как и в 2019 году, в 2023 году происходит слом тренда. Трендовая линия построена по двум точкам в 2019 году, в 2023 году то же самое, две точки. Затем резкое падение, достаточно крупное резкое падение, затяжной боковик в сужающемся треугольнике. Также было в 2019 году, также было в 2023 году, и примерно сопоставимое все это дело по продолжительности. В 2019 году мы сидели в боковике 3 месяца, в 2023 около 2 месяцев. И сейчас тренд также пробивается. Пробитие достаточно бодрое сейчас у нас. Тогда, после того, как мы прошли и сломали тренд, после этого также образовался хороший импульс, который скорректировал в 2 раза вот это вот сильное падение. Ну, то есть примерно наполовину мы пришли. Сейчас у нас примерно аналогичная ситуация. Около половины этого последнего падения крупного пройдено, также на сильном импульсе. Если история также будет повторяться, то нас ждет небольшой боковик и затем резкий, сильный, большой рост. Здесь у нас очередная интерпретация, как ведет себя биткоин и зависимость его поведения от халвингов. 4 халвинга, раз, два, три, 4. Четвертый еще не состоялся, он планируется на весну 2024 года и примерно за 470 дней, как мы видим. Не совсем это, конечно, всегда 470, но около того. Примерно за такое количество дней формируется дно предыдущего медвежьего цикла. Затем после дна мы растем до халвинга, и после халвинга резкий, бычий, насколько это возможно, рост.
Так было в 3 предыдущих раза. Вполне возможно и сейчас такое может произойти. А это значит, что 2023 год должен пройти без обновления дна. И в 2024 году, примерно чуть более чем через год после халвинга, с большей вероятностью, если тенденция сохранится, биткоин может прибавить скорости в своем ценовом росте. Вот еще один сигнал для того, чтобы вы видели наглядно, что тенденция меняется. Мы пробили, как показывал ранее, ценовую трендовую. Здесь у нас есть еще и трендовая с RSI. Также паттерн схож с 2019 годом. RSI снижался. Вот здесь пробили нисходящую трендовую линию. Все это было на нижней грани вот этого канала, построенного на цене. Сейчас у нас почти такая же ситуация. Нисходящая трендовая на RSI, которая в данный момент пробивается. И цена также находится на нижней грани канала. Как относиться к повторам или не повторам паттернов, дело ваше, но я вижу в этом что-то интересное, поэтому показываю. До этого вы могли это увидеть в моем телеграм-канале. Теперь давайте посмотрим, что я перерисовал в плане структуры на биткоине. Если смотреть дневной график, здесь без изменений. Волна C также не обновила свои лои, а это значит, ее мы не перерисовываем. Вполне вероятно, здесь произошел разворот. Давайте посмотрим на 4 часах. До этого я предполагал, что мы были в волне 1, и волна 2 могла показать более низкие уровни без пробоя вот этого лоя. Лой мы не пробили, сценарий сохранился, однако структура немного изменилась, и мы пробили предполагаемый пик волны 1. Вчера я смотрел на этот график и думал, что же здесь может быть в плане структуры теперь. Но все мои сомнения отпали после того, как появились объемы. Появились объемы, которые в последний раз были выше только на вот этом падении в ноябре 2022 года. А о чем нам свидетельствуют повышенные объемы? Это один из факторов того, что у нас формируется третья волна. Вот это снижение, конечно, мне не очень нравится. Можно, конечно, натянуть сову на глобус и принять это за тройку, что волна А, например, была такая вот большая, потом Б и еще С маленькая. Больше, конечно, похоже на импульс, но, допустим, в качестве исключения, либо, может быть, здесь все-таки тройка. Но если учесть то, что здесь развивается волна 3, а здесь есть структура импульса волны 1, примем вот это снижение за двойку. А это значит, что вероятность того, что мы находимся в росте в волне 3, она увеличивается. Цели волны 3 у нас в районе 20 тысяч. Здесь у нас находится и сильный уровень сопротивления, и расчетная зона в этом же районе. Поэтому вполне вероятно мы можем дорасти в данном импульсе примерно до 20-ки. Далее показать коррекцию в волне 4 и еще рост в волне 5. Это будет завершением импульса. Пока сценарий основной для меня будет таким. Хорошо, что я не торгую в шорт, поэтому мне, в принципе, наплевать, сходили мы вниз сюда или нет. Мейлинги по-прежнему актуальны, и я их продолжаю держать. По биткоину более-менее структура прорисовывается. Здесь, кстати, у нас объемы растут, никаких дивергенций на объемах нет, никаких дивергенций на индикаторе по-прежнему нет. На дневке, если посмотреть, то же самое. Индикатор растет, объемы растут. Давайте на часовике глянем. Здесь мы пик не преодолели, здесь также пока дивера нет. Но снижение объемов дает нам понять, что вот это вот у нас является коррекцией к предыдущему вот этому небольшому импульсу. И, кстати, цена не уходит очень низко. В боковике корректируемся, разгружаем индикатор. Посмотрим, что будет дальше. Но в любом случае здесь в приоритете, конечно же, лонги. Давайте глянем эфириум. Также на дневке. Эфириум сломал структуру, о которой я говорил. Вот этот импульс еще раньше биткоина. Мы это видели. Что касается более глобальной структуры, здесь также без изменений. Данный импульс не нарушен, лои не пробиты. Данный импульс, вот этот вот желтый, тоже не нарушен, лои не были пробиты. Идем наверх и сейчас пытаемся пробиться и закрепиться на дневке над 200-кой скользящей средней. МА200 на 4 часах. Давайте посмотрим, какие у нас здесь цели. Цели для данного роста находятся на уровне где-то в 1500 баксов за эфириум. Это также для третьей волны. Не буду повторяться, здесь аналогично биткоину. Пошли в рост объемы. Индикатор пошел в рост. Сигнализирует это о том, что с большей вероятностью мы перешли в волну 3. Та же самая проблема с коррекцией в волне 2. Можно здесь натянуть и тройку, но все-таки это больше похоже на импульсное движение. Возможно, здесь, конечно же, коррекция во флете. Не так сейчас это важно, так как мы прошли уже эту зону. Возможно, у нас здесь был клин, единичка закончилась где-то здесь. Затем АБЦ мы отрисовали с перехаем. Тоже такой вариант здесь приемлем. Но мне это не принципиально, поэтому оставлю как есть.
Сейчас мы находимся в волне 3, независимо от того, как мы сформировали и завершили волну 1 и 2. Так, по эфириуму тоже все понятно. Кстати, в волне 3 биткоин и эфириум показывает примерно одно и то же. Это волна 1, 2. Сейчас тройка в тройке, будет четверка и пятерка в тройке. Примерно такая структура. На биткоине аналогично. Теперь давайте посмотрим индекс доллара. До этого я смотрел его и думал, что отскок будет посильнее. Отскок состоялся, но настолько слаб бакс, что вот такое только мы увидели в качестве отскока. Всего лишь даже, примерно 2%, всего 2%. И продолжили снижение, как и предполагалось. Рост мог быть только в качестве отскока перед дальнейшим снижением. Что мы видим сейчас? Во-первых, мы пробили на дневке, очень уверенно пробили. И закрепились, и, можно сказать, протестировали EMA200 и направились вниз. На индикаторе мы сейчас, конечно же, имеем дивергенцию, что говорит о том, что мы можем все-таки еще раз сходить протестировать вот это все дело как раз-таки во время коррекции биткоина. Это все будет коррелировать и направиться вниз. Но тенденция на индексе доллара по-прежнему вниз, а это очень хорошо для укрепления криптовалюты и всего остального рынка, в том числе и S&P 500. Давайте, кстати, посмотрим и S&P 500. Ложно мы пробили еще в декабре 2022 года. Рост здесь предполагался, но мы ушли в более глубокую коррекцию. Предполагалось, что мы вышли, откорректируемся и дальше пойдем наверх. Коррекцию показали побольше, но здесь интересно не это. Глобально я все еще предполагаю, что мы пойдем в рост после того, как все-таки пробьем с большей вероятностью эту EMA200, потому что пробиваем мы ее уже, давайте посмотрим, сколько раз. Раз, два, 3, 4, уже 5-й раз мы ее пытаемся пробить. И если глянуть на истории, с какого раза EMA200 пробивалась, если график находился ниже нее. При коронадампе. Раз, два. Со второго раза пробили, улетели. Это было в 2020 году, в 2018 году, можно сказать, раз, два. И с третьего раза пробили, улетели. 2016 год. Вот это можно считать ложными пробоями. Давайте, вот ушли мы вниз. Раз, два, три. И с четвертого раза пробили, улетели. Смотрим дальше. Еще пару лет посмотрим. Пару таких случаев точнее. Здесь у нас 11 год. То есть биткоин у нас только начинает свою историю. S&P 500 проваливается вниз. Раз, два, три. С четвертого раза пробиваем и показываем рост дальше. 10-й год. Раз, два, три. С третьего раза. Даже четвертого вот здесь можно засчитать. Давайте еще посмотрим. Вот этот 9-й год. Слишком уж большое здесь падение. Посмотрим, сколько здесь было. Раз, два, три. С третьего раза пробитие и рост. Давайте посмотрим, что у нас сейчас. Мы, в принципе, уже смотрели. Примерно как раз так же 4-й, 5-й раз мы пытаемся пробить EMA200 на S&P 500. А это значит, что с каждым разом после каждой попытки возможность и по теории вероятности шансы увеличиваются. Поэтому я считаю, что S&P 500 и по структуре, в плане того, что коррекция уже структурно завершена, импульс здесь очевиден. Сейчас мы корректируемся и в конце концов S&P 500 пробьет EMA200, возможно ее там протестирует, либо сразу улетит и пойдет показывать свои новые хаи. Это может случиться вполне вероятно в конце января, когда, например, все будут ждать там повышения ставки ФРС там на 0,25, на 0,5, а они возьмут и вообще не повысят. Об этом поговорим еще в дальнейших выпусках, в дальнейших роликах других. Сейчас, что видно, это все более частые попытки пробить эту эмашку. Из альткоинов посмотрим Chiliz. Чемпионат мира по футболу закончился в прошлом месяце. Интерес пропал, и мы пошли вниз, но прямо с 1 января пошел импульс на монете Chiliz. Когда в последний раз мы смотрели, я вот здесь оставил такой рисунок и сказал, что рассматривать к покупкам можно только тогда, когда мы отрисуем импульс, и на его откате уже можно будет рассматривать эти покупки со стопом за основание импульса для того, чтобы продать подороже. Мы не пробили предполагаемое основание вот этого импульса, голубым цветом отметил. Однако же мы показали отличный рост, который можно считать заходным импульсом. Вполне вероятно, если здесь двойка не закончилась, то закончился хотя бы первый импульс в коррекции в этой более глобальной корректирующей структуре. В любом случае, открываем 4 часа. Что мы здесь видим? 4-часовик пробил EMA200, протестировал, пошел наверх. Объемы здесь пошли наверх. И если мы увидим здесь коррекцию, здесь можно прикупить и поставить стоп за основание импульса. Это вот сюда. Вполне вероятно, здесь может завершиться волна 1, 2, 3, 4, 5. Расчетная зона для оптимальной коррекции начинается на уровне 1, точнее 0.11, 0.1175. Примерно в этой зоне уже можно рассматривать и искать факторы для того, чтобы входить
лонги. К тому же здесь и EMA-шка проходит, вполне вероятно можно протестировать все это дело перед тем, как дальше расти. Но частично можно прикупить уже и сейчас, потому что тренд достаточно такой неплохой, хорошо выглядит. Можно взять часть текущих, часть в зоне и стоп за основание. Естественно, посчитайте свои стопы в зависимости от того, каким объемом входите, чтобы потери, возможные при срабатывании стоп-лосса, не заставили вас как-то сильно грустить и переживать из-за этих небольших потерь. На этом все. Подписывайтесь на канал, на телегу, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!